Нас двое, и мы исследуем заброшенный мир. Вокруг нас много физических явлений, которые можно спутать с паранормальным. Но мы постараемся разобраться, где вымысел, а где правда. Развеем мифы и оставим только истину. Вы готовы оказаться по ту сторону? Тогда вперед! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Марта, вы на канале On the Other Side. Сегодня у меня такое вступление без Алены, потому что там, к сожалению, на последнее видео вступление не записалось. Ну, скорее всего, просто я не нажала кнопочку REC. Вот, поэтому вступление будет сегодня именно такое. И что хочется сказать. Последние два выпуска были у нас с местечка, с агрогородка Гальшаны, одно из самых мистических мест Беларуси. Потому что первое наше видео вы смотрели, там мы с вами обозревали замок Гальшанский, в котором есть легенда, что был замурован парень, который любил девушку, но так как у него было какое-то низшее сословие, а у нее высокое, эта любовь не могла случиться, он переодевался в монаха, в черную мантию, чтобы с этой девушкой как-то повзаимодействовать, как-то пройти, да, вот, грубо говоря, легально, да, в этот замок, вот, и все-таки его, так сказать, уличили в этом всем, его выловили и в наказание замуровали в стенах этого замка. Это видео вы можете посмотреть по ссылочке сейчас сверху. Получилось довольно интересное видео, ребятушки, и что самое жесткое. Я вчера монтировала новое видео с третьей локации с этого места и опять же штудировала материал по поводу вот этого вот агрогородка Гальшаны. И что я нашла? А нашла я вот что, ребята, я буду зачитывать. Вот, это статья от 2014, ребят, года, статье 9 лет. Парень, он решил отправиться в ночное путешествие в Гальшанский замок с тем, что провести там время, тоже как-то, возможно, для себя убедиться, что там ничего страшного нету, заснять фотографии, то есть он не снимал видео, он снимал фотографии. Я приложу ссылочку на эту статью, кому интересно, к видосу, который вы сейчас смотрите, можете полностью ознакомиться со статьей, но я вам просто один момент зачитаю, который меня поверг минимально в шок. Итак, спускаюсь в очередной раз, не меняя аккумулятор, включаю, все работает. Быстро выбегаю из подвала, и пока ничего не погасло, беру четвертый штатив и начинаю спускаться, чтобы установить его в правой части кадра. И тут я чуть не онемел. Прямо на моем пути на спуске в подвал стоит черный кот и смотрит на меня. Вот этот маленький отрывочек, ребятки. Кто смотрел первый выпуск с местечка Гальшаны, с заброшенного реставрируемого замка, помнит, что за нами там ходил черный кот с самого начала, как мы приехали в это место, и до момента эксперимента. Черный кот полностью. Прошло 9 лет. Конечно, животное может прожить больше 9, да, лет и больше 15 лет, но возможно ли это совпадением быть? То есть черный монах, который по легенде замурован в этом месте, и черный кот, которого видели не только мы. Получается, что этого кота видел еще, вот, например, да, свидетель один. Может, не этого кота, возможно, это совпадение. Но это совпадение, которое немножко повергло меня в шок. Что вы по этому поводу думаете, ребятушки? Возможно ли здесь совпадение, или, возможно, дух места так показывает свое присутствие, пугая, сопровождая? Вот, например, парня он испугал, да, нас он просто сопровождал. Очень интересно, возможно ли вот это переселение, да, души умершего в прошлом человека давным-давно в животное, которое вот может вот так вот себя вести, сопровождать, пугать и показываться на люди. Это очень интересно, поэтому пишите свое мнение, что вы об этом думаете, совпадение или все-таки здесь есть какой-то мистический подтекст.
Также, как вы помните, кто смотрел, кто смотрит нас постоянно, было второе место с местечка Гальшаны. Это у нас костел, в котором постоянно разрушалась стена. Что бы ни делали, что бы там ни предпринимали рабочие, эта стена все время рушилась. И, как оказалось, я тоже вчера изучала историю, что то ли знахарка, то ли какая-то ведьма, то есть какая-то вот магическая женщина посоветовала рабочим в этот монастырь, в эту стену замуровать человека. Вот, целую историю, предысторию и проверку этой легенды, общение наше с духом этого места вы можете посмотреть во втором видео с этого местечка Гальшаны. Находится оно сейчас сверху по ссылочке. А сегодня, ребятушки, мы с вами окунемся в третье место в этом агрогородке, мистическом агрогородке. Это заброшенная мельница, которая тоже окутана своеобразными мистическими легендами. Что это за мельница, как она выглядит и что мы там увидели либо услышали, сейчас вы увидите в данном видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а я желаю вам приятного просмотра. Луна через кроны деревьев пробивается. Вообще пару фонарей горит. Мы на дороге. Ой! Марта чуть не врезалась. Ничего не видно. И даже не видно этой мельницы. Вот Мартуленька. Идем разведать очередную легенду. Послушать, что же мы там услышим. Даже интересно. Даже интересно, что будет дальше. Как всегда. Ой, какой вкусный запах. Ну, тут много местных жителей. Ну, в плане вот близко. Ну, агрогородок, да. Ребятки, 0006. Что мы делаем? Мы просто идем по дороге ночью, чтобы развеять очередную легенду, понимаете? Это вы обязаны на нас подписаться, поставить лайкосик. Рекомендуйте нас, таких отважных, безбашенных и развенчивающих легенды, мифы и загадки в Беларуси. А мы пришли. Кстати, можно спуститься? А, лесенка, кстати, есть. Слушай, спустимся. Куда она ведет? А, ну типа можно. Но она в поле ведет. Ну давай подойдем. Конечно, собаки сходят с ума. Вот, посмотри. А? Тут все станет заходить на огонь. Угу. Ну так вот, ребятки, мы живем. Приключения ищем. Что тут, болото? Комары кусают.
давай постоим. Блин, тут мокро, Марта, не иди далеко. Мы так не услышим. Тут шум воды. Я предлагаю подойти просто поближе, да. Очень глубокая река, кстати. Очень глубокая. Угу. То, что видите, за этим еще такое. Ну, типа, здесь могут ходить дети. Легко причем. Тут не хватает, конечно, перил каких-нибудь высоких. А вот, ребята, это мельница. Жесть, что она из говна упала? Ну, потому что ее никто не реконструирует. Она очень старая. Сейчас покажу. На расстоянии. Она на самом деле очень большая. Интересно, туда подключено электричество. Угу. Ну, может быть, планируют реконструировать все-таки. Либо, ну да, сети есть. Давай не будем ворошить здание, просто послушаем, потому что ты сейчас его поворошишь, будут вибрации и... Ты слышала? Нет. Вот, смотри, здесь механизм. Иди сюда. Смотри, здесь механизм. Видишь? Прикольно. А, ну да. Рыбки. Ну да, механизм, но... Ребят, ну не похоже на то, что этот механизм вообще может как-то работать и издавать какие-то звуки. Ну да. Тут вообще не за что даже зацепиться. Я, конечно, как всегда попаникую. Как будто голоса. Из-за воды. И наше эхо. Страшное место. Машины. Лягушка. Какие-то шаги, капли. Там окно? Да, там окно. Но если честно, здесь очень много шумов с дороги. Ездят дальнобойщики на больших грузовых машинах. И, соответственно, животные прыгают. Ничего сверхъестественного. Вон жабка прыгает. Ну, я лично считаю, что все это мифы по поводу звуков, потому что там, где вода, там, где старое здание, там все равно будут определенные звуки постоянно. Ну и еще, я так переверну,
Еще я думаю, почему здесь еще добавили мельницу в придачу, потому что и так место довольно-таки мистическое. И чтобы приукрасить, чтобы было больше поводов приехать, почему бы не добавить еще мельницу, которая, да, жерновами-то стучит. Да, я согласна. На самом деле, если уже один миф, да, второй миф, легенда, то почему бы не добавить еще какую-нибудь легенду, чтобы это было более насыщенно, более антуражно, более интересно. Согласна. А мы, на самом деле, ну, рядышком с ним, и увидите самые жернова, было на самом деле жутковато. Ну да, есть такое. Вот, и находиться рядом почему-то было такое неприятное ощущение. Но точно звуков жерновов, звука разговоров, шепотов и еще чего-то мы не услышали. Ну, во-первых, проезжают машины, во-вторых, лето сейчас, ребята. Мошкара произносит, да, какие-то звуки. Лягушечки прыгают. Поэтому ничего мистического здесь вообще не наблюдается, это точно.